Мы пришли за водой, думали, как спускаться вот с этого мостика сюда. В итоге вот здесь, оказывается, еле заметная тропка есть. И можно воды набрать. Вот. Пришли за водичкой. А я ее в шлепках пошла. Капец, как тут скользко. Улица можно. Потому что ноги все насквозь мокрые у меня были. И я замерзла очень. Мне надо было в теплые сухие носки. Такая ванна классная. Вот прям стекает вода. И тут ванна, реально можно купаться. А вода-то какая. Ой, леденючая. Вот была бы жара, можно было бы искупаться. Спустились ниже посмотреть, что там дальше. И тут такое дерево валяется, прям упало в реку. А вон там такая ванна классная, там купаться можно. Единственное, мусор, как всегда. Вон, железки всякие валяются. Тут рыба вон плавает туда-сюда. Вон она, видно. Ничего себе. Мы стали подходить, она как давай тут туда-сюда. Классная такая ванна. Ой, не рыбы. Да, круто бы здесь покупаться. Да, жаль, холодно, а мы только до завтра будем стоять. Только сходили за водой, дождь усилился. Опять, блин, дожди. Мы даже палатки не поставили еще. Надеюсь, он не до ночи зарядил. На мокро придется палатки ставить, блин. Вот. Мы тут кушать сейчас будем делать. Я так замерзла. Вообще, я вот реально не думала, что в Абхазии лодные будут. Я думала, что будем умирать от жары. Вот такие супчики сейчас заварю. Грибные смешаю. Этот протеиновый суп, а это такой просто полезный. Хорошие супы. Заварю сразу два. И вот еще чай с этими, с чипсами банановыми поела. Чесночка съем. Хлебцы. И потом еще чай с чем-нибудь. Я очень есть хочу вообще. Тут вот такие записки оставляли люди. И вот здесь кто-то накалякал. Но это вот неправильно, конечно. На листочке можно. Мы сейчас тоже напишем. У меня ручка есть. Это, видимо, вообще помадой писали. В этом году, 30 августа. И это тоже в мае. Вот эти 21 года были. В феврале. Солнышко так рисует. Так, я тут напишу. Моей ручкой не сильно-то видно будет. Вот и мы доставили записочку.
У нас просто немножко керосина с собой. Сразу все загорелось. Сейчас будет огонек, тепло. Вещи просушим хоть. Дрова просто мокрые, керосином раз и все. У нас, короче, в ход идут пластиковые бутылки. Заодно мусор сжигаем. С них лучше всего костер разжечь. А потом уже мокрые дрова можно бросать, и будет все гореть. Это у нас с дровами проблема, тут нет дров. Дождь идет, добыть никак. Заодно мусор сожжем. Приберемся, тут свинарник такой люди, все бросают, оставляют, вообще как. Еще если вот так зарядит до самой ночи, мы и не поставим палатки. И придется тогда, блин, тут спать. Так себе вариант. Я бы лучше бы в палатке хотела. Ну, вон костерчик развели хорошо. Сейчас можно погреться. Вот я тут маленько порядок навела. Тут мусора вообще было. Ну, тут эту банку некуда деть. Эту банку разбил стеклянную. Теперь вот валяется. Сода. Вот зачем целая пачка? И вот все вот. Мне там зрители советуют. Соль в избы неси оставлять. Да мы вот где не были, везде этой соли просто тьма. Она там нафиг не нужна. Вот она вся стоит, пропадает. Вот соль, 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 соль. Соль, блин. Это сахар, вон. Там всякие жуки ползают, пауки, мыши его погрызли. Это нафиг все тут не надо. Сода, это все это стоит, пропадает. Никто этим не будет пользоваться. Вот варенье кто-то оставил 22-го года. Уже все. Тут вообще непонятно жидкое. Зачем вот это оставлять? Какую хрень? Бардачело наводить. Вот, я тут лишнее уже в костер бросила. Дом мусор вообще здесь прибралась, в той комнате прибралась. Веника нет подвести, а как мусор. Такой можно сжечь дрова, остальное все аккуратно составила. Здесь люди, когда придут, такие приемники, они будут соблюдать чистоту и порядок. Посмотришь, что чисто, аккуратно, никто мусор не оставляет. И будут следовать такому же примеру. Короче, те, которые оставляли свою машину, на катамаранах плыли, которые приехали сюда. Не знаю, на ночь или нет, но пока что они здесь хотят чай попить. Мы вон им чайник поставили большой воды. Вот, прибрались, тут им стол почти освободили. Сейчас Петя еще уберет, чтобы они тут все чай попили. Полковник, снять, он в этой деревне вообще вырос. Все, он это... Полковник спрятался, сказали его снять. Дико, скажи пару слов. Скажи насчет местности, ты местный житель, вот девушка с тебя снимает, ну. Пару моментов, как здесь была жизнь до этого. Он не просто местный житель, он водитель автобуса рейсового, который отсюда вот людей на рынок, вот чтобы знали просто. Стаж более 40 лет человека. Вот там первые дома, что вот где там еще, или вы еще не спускались туда? Вверх Цибильды уже, когда там вот большая казарма. Мы как раз с Цибильды шли. Да, и вот наверху, вот где уже вот это все построено,
Ну, сейчас его просто эти столбы, вот первый там загорожено. Это вот его участок. Да, това кунда инжира, чаченчика. Знаю. Молодцы, ребята, бля. Ну где-то может... До выпили вот там, где машине- камень был, бля. Это вот что осталось. Я думал здесь. Может машине... Обогреваем людей. Они там где за озером находишься? Амткел были 4 дня. Мы 3 были, они 4. Они там Ага, стояли в ребята. дождь, все вымокли. И вот Это обрадовались, вашему что у нас столу. тут Ляйм. костер. Это Мы их вот, обогреваем, да, чаем лимончики. Там еще 2 оставили, знал бы, что вы здесь. Мы думали, что оттуда подняли свои. Ну, там экскурсия идет, где холодная речка. Оттуда поднимаются, ну, смотрят на озеро. Мы оттуда и пришли. А, Только мы самостоятельно. да, перевал. Ну сколько по времени вы подумали? 1,5 часа. Поднимались, а мы там тропу потеряли, мы заблудились, попали под ливень, спрятались в гроте. Там у нас такое приключение было. Можно, если на тропу выйти. Ну там вот потерялась она, Ну, потому так что на заросшая, сыпучке. Сыпучка, да, Да. там есть на 2 стороны. Где сыпучка. Все, мы их чаем напоили, обогрели, они маленько передохнули, им в Сочи ехать еще сегодня. Они говорят, что на Амткел очень редко кто ходит туда. Местные вообще редко ходят, и туристы тем более. Так что редкий случай, что туда кто-то забредает. Особенно редко ходят туда дальше, вот куда они ходили. Я туда сильно хотела пойти, но это надо еще несколько дней. Ну и нам дожди все равно бы не дали. Дожди пошли. Все. Поехали. Вот хорошо, что мы здесь оказались в такой нужный момент, в нужное время. Как раз у нас костер горел, они обрадовались, такие все замерзшие, мокрые, пришли, горячего чаю попили, обогрелись у костра. Вот. Они сказали, что они по национальности армяне. И почему-то местными себя назвали, хотя с Сочи вроде. А может в Сочи? Они в Сочи живут или они просто туда поехали? Они сказали, что они там были в том каньоне, когда мы перешли озеро, и я говорила Пете, что вот бы туда пойти погулять, и, ну вообще туда пойти, я вот сильно бы хотела, там более дикие места, они сказали, там очень-очень красиво, там дикие животные водятся. Вот, возьму себе на заметку, ну а вдруг когда-нибудь попаду туда. Петя решил вон там палатку ближе к домику ставить, а я, короче, аж вот тут подальше. Хочу побыть одна. Хочется уединения. Я ему сказала, давай это подальше друг от друга поставим. Это стоим так близко. Я реально устала. Нашла бутыль из-под фейри. И видно, что это от зубов. Вот. Явно это медведь. Вот, прокусил. Значит, захаживал сюда Мишанька когда-то. Видите, там дрова пилит. Сейчас я тоже возьму, наверное, пилу, помогу ему. А я пока по участку ходила, собирала, короче, мусор тут всякий. Прибиралась, так сказать. Терпеть не могу, когда бардак везде. Собрала, какой увидела мусор. Чтобы чистенько было. Чтобы приятно было сюда прийти, в это место.
Там вон какие тучи, солнце пытается что там проглянуть, но его нету. Там еле-еле горы видно где-то за тучами. Я вот подложила, или вот эту лучше подложить, чтобы повыше было. Смена караула. Вот и зарядка. Ну, и разогрев. Сразу жарко стало. А так-то холодно, пар изо рта уже идет. Хорошая пила. Ну, тоже хорошо. Нет, это что, удобно менять можно. Тоже пилю. Насадки менять. Теперь у нас дров дофига. Думаю, останутся, да? Во, это ветки. Это вот столько дров. И вот там еще целая куча веток. Я думаю, вряд ли мы все сожжем, останется еще другим. О, какой там туман красивый. И вот там где-то в той стороне эти шакалы будут. Прям хорошо их слышно было. Ну, не настолько, чтобы камера уловила звук. Красота такая после дождя, как обычно. Вот эта заброшка на фоне такой черноты, тумана, гор смотрится прям так эпично. Я так и не сходила туда. Сейчас, может, прогуляюсь, посмотрю, что это такое вообще. У нас там хорошо, костерок. Скоро ужинать будем. Потом пойдем
разбредемся по палаточкам своим. Вот такие таинственные здания, старые заброшки, меня очень сильно привлекают. Не знаю почему. Я говорю, Петя, пойду сниму заброшку там. Он говорит, ты не боишься идти там? Шакалы же тут рядом будут. Я говорю, нет. Дверь заколочена. Вообще там заглядываю, там нормальный приют. Там чисто. Там тоже лавки, столы. Правда, здесь уже тент весь ободрался, и там холодно, наверное, продувает ветер. Хотя внизу-то камень, внизу тепло. Вон там видно, стоит. И окно с той стороны открыто, но там не подберешься, все заросло. Вот так вот видно. Вон, видите, там чисто, в принципе. Интересно. Ладно, не полезу по кустам драться на ночь глядя. И так понятно, что там. Еще один приют, только заколоченный. Для своих, наверное. А может, его вообще закрыли, чтобы там туристы не срали, как в этом. Заколотили просто и все. Ну, там довольно уютно. Так-то. Вот еще тент вот тот вот поменять вот сзади. Видите, он весь задрался. Вообще такой добротный домик будет. Большой, на много человек. Ну, ладно. Петя, слышу, музыку включил. Мишань боится. Там какашки Мишанины валяются. Но видно, что они старые прям. Ну и вот эту банку я нашла. То есть он, значит, здесь ходит. Кстати, нас угостили лаймом домашним. Вот эти, которые приезжали, они нам лайм дали. Как раз один Пете, один мне. Они еще такие чуть-чуть, наверное, недоспелые, но прям твердые. Мы их домой заберем. Как раз пока до дома доедут, успеют. Вот так вот в любом месте, в любой дыре можно создать уют. Уже все смотрится по-домашнему. Горит очаг. Ну, там сейчас огня плохо видно, но он нормально горит. Просто мы сырых веток подложили. Свет у нас тут, фонарик. Мы прибрались. Мы таскали дров. Ну, тут не видно. Света мало. Короче, уютно, хорошо сразу стало. Чистенько. Еще бы веник подмести. Вот. Я бы подмела бы еще все полочки. Вообще бы было идеально. Вот я чайник спасла. Он там валялся на улице. Он бы прожарел. Принесла. Мы его помыли. Гостей напоили чаем. Теперь сами вот кипятильную воду. И еще сколько людям пригодится. Время начала 10-го. Мы еще тут сидим. Костерка. Нам хорошо. Чай пьем. И дождь. Опять дождь. Ну, ничего не видно, конечно. Дожди наливанул, что-то молнии сверкали. Гром гремел, шакалы выли. И вот в итоге ливень конкретный. Прям вообще. Лед как из ведра. Да, попали мы, короче, в дождливые погоды, да, Петь? Вообще жесть. Там такой ливень, такой дождь, что нам не это. Мы хотим в палатке идти. Хорошо так сидим.
костра тепло. Я еще мерзлявая такая, замерзла, тут пригрелась, палатку в холод вообще не хватит. То все грохочет, то сильнее идет, то меньше. Молния сверкает, гром гремит. О, видел? Это вообще жестко прям было. Не знаю, передает ли камера, но прям такое ощущение, что вот прям возле вот крыльца долбануло, да? О, ничего себе, сверкануло. Видел, да? О, вот это вот сейчас сверкануло. Офигеть, как сверкает. Кстати, часто сверкает. Всю ночь будет поливать. Всю ночь будет дождь, наверное. Наверное. Блин, опять нам завтра под дождь, что ли, идти. О! О, сейчас вообще осветило прям. О, вот сейчас вообще прям видно было сильно. Короче, время 11 часов. Петя остался в домике. Ему и в такую погоду, и учитывая то, что здесь медведи, шакалы, как-то некомфортно в палатке спать. Хотя он ее ближе к домику поставил, а там костер, там дым. Я поставила далеко. Ну, люблю я уединение. Я реально устаю, и мне хочется вот, уединиться как-то. Одной побыть, короче. Он еще спрашивал, может, в домике останешься, тебе там не страшно. Еще такая гроза, вот сейчас затихла ненадолго. Молнии сверкают, гром гремит, и вот только чуть-чуть затихнет, потом опять как шандарахнет, и опять начинает. Вот, я думала, я буду спать в этом. Термобелье взяла с собой сюда, в палатку. У меня здесь ничего нет, кроме спальника, каремата, подушки надувной, термобелья, шлепок, в которых я пришла. Ну, котика, естественно. И пауэрбанк, от которого я каждый вечер заряжаю телефон. Все, ничего здесь нет, все там в домике осталось. Я там все поразвешивала от мышей, от крыс. Там крысы водятся реально, мыши такое. Уже слышно. Короче, красота. Я на самом деле люблю такое. Вот это все природа, это мощь. И, блин, я реально обожаю вот быть именно в диких местах. Если сегодня с Петей сидим, я говорю, я так люблю именно, когда нет людей, когда вот такие места, где они более дикие. Вот сегодня вот эти люди приезжали, они говорят, что крайне-крайне редко люди ездят на МТКЛ, ходят. На машинах даже редко ездят, а пешком-то и подавно. Вот, хотя нам там сегодня два парня встретились, которые пошли туда, в долину, куда я хотела. Не знаю, что с ними стало, потому что они явно не дошли, и ливанул конкретный ливень. Что там, а там вот эти вот люди, которые приехали на машине, они рассказали. Извините, что я сумбурно так рассказываю, хочу быстрее, чтобы не затянулось. Вот, они сказали, что там очень тяжелый переход, что там очень высокая река, очень узкая, скалы высокие загораживают, и, короче, проходить либо там по верху, по этой жопе всей, по колючим этим кустам, там какая-то монашеская тропа есть, там монахи где-то, представляете, в диких местах живут, и вот там где-то есть монашеская тропа. Ну, она такая полузаросшая, ее сложно найти, но она там есть. А они шли по низу, по реке, и река им, говорит, вот до сюда была. Они там 3 ночи, 4 дня были, а мы 2 ночи, 3 дня были на озере. И они туда дальше уходили рыбачить. И, говорит, они переходили вот эту реку по воде, вот так. И, говорит, очень опасно, говорит. Прибивает прям к скалам.
Ну вот, когда идешь по воде. И говорит, если вода поднимется, может все очень плохо закончиться. Вот такие дела. И, в общем, у меня закралась мысль туда когда-нибудь еще сходить. Очень прям хочется. Они сказали, что там очень красивые места. Меня это такое все привлекает. Дикие красивые места. И меня прям загорелось, не знаю. В следующем году у меня уже другие планы. Там посмотрим, годика через 2-3 вернусь сюда. Одна. А может и не одна уже. Не знаю. Короче, опять я болтаю очень-очень долго. Все. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ё-моё. Первый раз так мерзла в Абхазии ночью. У меня пуховый спальник. И я в час ночи надела термобелье и носки махровые. Мне все равно было холодно. Не прям так холодно, что прям аж вот так трясло. Ну, довольно прохладно. Я вся закуталась вот так с головой. Вот так вот завернулась. И в конденсатник вот этот. Короче, хрень этот конденсатник. Он нифига не конденсатник. Ну ладно, встаем. Сегодня у нас предстоит длинный переход. Вот, я думаю, видно, как он оцаревший весь. Вон, аж плохо видать. Это плохо, что пуховый спальник так оцарел, блин. Надо было не залазить в конденсатник. Буду иметь в виду. Короче, хрень этот конденсатник. Что с ним делать, я не знаю. Может, хоть сегодня будет жара, наконец. Вот. Каждое утро такое. Просто палатка вся мокрая опять. Как спалось? Я в палатку ушел вчера. Во сколько? 12. Я в час ночи только уснула. Сейчас 7:40. Крысы шуршали, я ушел. Мыши? А я тебе говорила, что не будут мешать. Там стенки везде. Поэтому безопаснее с палаткой. Вау, Петрухи тут уже костерчик на мази. Жизнь как холодная. Я, короче, вообще замерзла. Я никогда так не мерзла за этот поход. Это самая холодная ночь была, и утро очень холодное. Реально очень холодно. Здесь трясет. Ну, я еще мерзлявая такая. Сейчас у костра погреюсь, как хорошо. Вон, пар идет из рта. Юг, блин, жара, море, фрукты и все такое. Ух, кто к нам пришел. Шатки. С утра пораньше. Время 8 утра. Это уже другие лошади какие-то. Красавчики. Ну, солнце вселяет надежды, что потеплеет. Пока прям очень холодно. Жалко, у меня нет термометра, чтобы замерить температуру. Это самая холодная ночь была и самое холодное утро в Абхазии. Очень холодно. Очень. Да, пар видно. У меня руки вообще отдубели. Сегодня надо поменьше снимать. У меня последний пауэрбанк остался. Видимо, от холода. Вчера разрядился пауэрбанк, хотя показывал еще нормально. Там деление за ночь просто разрядился. У меня даже телефон не дозаряжался. Мне надо экономить. Еще снимать и снимать. А пауэрбанк один всего остался. Такие дела. Вот этот первый, видимо, вожак. Он вот так вот всех загораживает. И стоит так, смотрит. По-моему, ночью заморозки были, судя по траве. Как будто и не был, сейчас начал подтаивать.
Видимо, рано-рано утром вынесся было, часов 5. Я вообще просто не могу согреться. О, как хорошо. Сразу таких делать. Мы тут лавку поставили к костру. И так сидеть хорошо, в спине тепло. И руки можно повернуться погреть. Ой, как хорошо, да. В спине тепло. Кашка горячая. Собрали все вещи в рюкзаки, и рюкзаки убрали в пустые палатки. На случай, если кто-то придет, чтобы не было соблазна залезть. Ну, меньше соблазна все равно, когда в палатках. А мы сами решили сбегать до Азанского водопада. Там их 2. И смотровая площадка еще на водопад. Вот, потому что вчера у нас не получилось, то дождь, то люди приехали, нам до водопада уже было. И сегодня с утра мы решили позавтракать, быстро вещи собрать, в палатках все оставить. Как раз палатки просохнут, пока стоят на солнышке. А мы бегаем. Ну и сбегать до водопада, посмотреть, какая там красота. Мы надеемся на это, что там красота. Вот такая тропа на водопад вдоль той реки, на которую мы вчера ходили за водой. Только мы ходили туда, за мостик. И теперь мы в обратном направлении поднимаемся наверх. Здесь в лесу довольно прохладно. Еще не успела вообще потеплеть. Но я решила вот легко одеться. Блин, и скользко после дождя, капец. Потому что небо чистое. Солнце выглянуло. Наверняка сегодня наконец-то жара будет. Мы на это, по крайней мере, надеемся. В лесу очень холодно. Вот и до водопада где-то километра 1,5 идти. В горку подниматься. Нет, деревья толстые. Это бухта, по-моему. Опять нам тут лезть куда-то по сыру, по мокру вниз. Поднимались, в итоге почему-то был спуск, мы спустились. Теперь вот так надо идти по камням. Ванна еще одна. Да, сегодня я не в состоянии в таких ледяных водах купаться. Я еще до сих пор не отогрелась после ночи. Мы дошли до водопада. Это по воде нам пришлось идти прям. Довольно скользко, по краю шли.
красивые, как будто их покрасили. Фламинго, камни фламинго. Переходим в воду вот по таким камушкам оттуда. Вот. И тут такая улиточная сидит. Вот так красиво деревья оплетают лианы. Еще дерево такое толстенное. Все плетено. И тут очень-очень много таких деревьев я уже снимала. Прям так красиво из этого смотрится. Такие леса необычные. Они прям прирастают. Я и не думала, что так. Я думала, они обвивают, а вон, не выдернешь. Ну, Петя вот сейчас заметил. Ничего себе. Ножки. Самые Вон как. Ого. И вообще не оторвешь, как, блин, суперклей приклеили. Ничего себе они. И, видимо, эта деревья не вредит, потому что деревья растут себе спокойно. Нет, вот она растет, отросток, он дальше. Вот тут, допустим, не прирос, да? Вот маленько прирастет, вот ножки тут есть. Вон они. Дальше будет расти. Очуметь. Первый раз такое вижу. Это ж надо так придумано природой. Короче, спуск это вообще трэш какой-то. Мы поднимались, было скользко очень. И сейчас мы просто реально едем как по мылу. Вот эти вот листья вместе с камнями, они такие, сырость, земля вот эта скользкая, все создает такое мыло. И просто вот едет обувь. И корни вот это все. И тут еще так резко. А вот там еще обрыв. Я вообще не знаю, как мы сейчас там пойдем. Очень скользко, капец как. И держаться почти не за что. Мы спустились. Этот, блин, скользкий спуск. Он идет еще реально по обрыву, там такая высота, там скалы, там вот эта речка потекает прям по каменным таким этим оврагам. Жутко. Очень прям скользко. Просто едут как по мылу ботинки. Хорошо мы налегке. Приключения с утра. Это место зарядки. Я сегодня зарядку не делала, некогда, мы по-быстрому хотели сбегать. Ну, торопились. Нам еще идти очень долго. Мы сегодня, кстати, будем делать переход до магазина, от которого у нас когда-то несколько дней назад Ляпа подобрал и к себе увез. Вот, кто не смотрел предыдущие части, советую посмотреть, чтобы было все понятно. Так, мы вернулись. Палатки на месте. Но закрыта дверь. Мы ее оставляли открытой специально, чтобы проветрить. А нет, приоткрыто. Наверное, ветром ее прикрыла, скорее всего. Не, нормально, значит, все. Избу оставили вот такой. Ну, избу у них пацха называется. Ну, тут ветки, они подсохнуты, будут очень хорошим розжигом. Вот, чайник здесь специально оставили. В принципе, мы за собой оставили чистоту. Воду, вот полную бутылку большую оставили. Кто придет, чаю можно будет согреть. Кофту мальчишка вчера забыл. Которые были люди с ним, но мальчишка был. Вот оставили здесь. Они сюда заезжают иногда, может быть, вернутся, заберут. В общем, такая чистота. И вот столько еще большая куча веток и немного дров. Они высохнут и будут хорошим розжигом. Даже мох подсохнет, будет тоже хорошо гореть. Так что люди не останутся без костра и без чая. Вот, и чистоту оставили. Я тут убиралась вчера. И в этой комнате, и в той вообще чисто. Так что после нас чистота и уют. Так вот все. Ну, теперь на палатке собирать. Петя он уже собирает.
А, это тут калитка не закрывается, к сожалению, она просела. Мы хотели, кстати, отремонтировать, но у нас инструмента никакого нет. Ну что, в кустах старая техника. Трактор или какой-то комбайн, или что это. Мы только-только от Пасхи этой выдвинулись. Живет нас нелегкий путь. Я переоделась в вчерашнюю одежду легкую. Потому что потеплело, солнце. Я надеюсь, так и будет. А не как обычно подразнит, а потом дождь. Уже ходим. Я, наверное, дорогу снимать сегодня не буду. Одна дорога и дорога однообразная. Так, если что интересно, то включусь. Надо экономить заряд. О, какая красота. По-моему, это переливница, если... Подожди, как она? Перламутровка. Во. Переливница. Перламутровка называется, если я не ошибаюсь. Мост такой старый. Камни вон уже у него сыпятся. По дороге тут немножко с дороги надо свернуть. И храм Иоанна Предтечи находится. Говорят, очень-очень старый храм. И там старые иконы внутри много. И вот тут один человек тоже всего живет. И за всем этим смотрит. Время 2 час дня. Там еще долго идти. Где этот человек, непонятно. Там ворота закрыты. Я не пойду на чужую территорию. Решила не ходить на чужую территорию. Петя вообще не захотел поднимать. Поэтому, короче, мы решили мимо идти. Так бы интересно было посмотреть. Потому что вчерашние рыбаки сказали, там очень красиво внутри. Иконы старые. Просто интересен сам факт того, что реально в глуши какой-то живет всего один человек. Что тут, что там грек живет. Ну, там это уже далеко. Мы уже очень далеко оттуда ушли. Вот. И вообще по всей вот этой именно дикой Абхазии очень мало людей живет. Даже если есть какие-то поселки, вот на картах они указаны, надеяться на них нельзя. Они могут разрушены быть. Там может никого не жить, либо вот один человек всего. Короче, людей мало живет очень. И поселки, которые побольше, там человек там, сколько, не знаю, 10-15 может жить, может и меньше. Вот такие поселки тут. Ничего там почти не приобретешь. Ну вот где побольше людей, там можно что-то приобрести. Вот. Магазины, если есть, крайне редко, очень крайне редко. И очень-очень бедненькие. Вот такие дела. Так что если сюда идти именно этим маршрутом, надеяться сильно на то, что вы там где-то закупитесь, нельзя. И с водой тоже надо рассчитывать. Может, будет источник указан на карте, а воды не быть. Такие дела. Мы тут немножко встряли. Тут такая лужа огромная на дороге. И все заросло колючками этими, шипами с двух сторон. Фиг обойдешь где. Немножкин кот. Вообще не пройти никак. Петя пошел большим кругом по лесу. Пошла я за ним. Во, мы наконец-то фрукты едим. Объедаемся, можно сказать. Недоспелый виноград. Короче, проходим какой-то хутор.
Походу он заброшенный, а может там тоже кто-нибудь один живет. Но никого не видно, все как в заброшенном таком виде. И там вот виноград растет, свисал из-за забора. Мы чуть-чуть сорвали. Ничего есть можно, не доспелый, кисловат немножко. На такой простор мы вышли. Горы стало видно, открытая местность. Идти хорошо, красиво, солнышко светит. То там в лесу тень и такой ветерок прохладный. Идешь еще более-менее, а так чувствуется, что прохладно сегодня, не прям жара, нет жары. Но вот здесь вот на солнце хорошо, так чуть-чуть поджаривает, но не по-южному совсем. Жары прям такой нет, как должна быть. Зато идти комфортно, хорошо. Наконец-то я сниму лягуху. Она какая-то бордового цвета. И не такая пугливая, как до этого лягухи были. Ты не боишься? Ты не собираешься убегать? Лягуха. Красивая какая. Цвет такой. Глаз такой. Прикольно. И не боится, главное. Оп. Вот сколько ходим по Абхазии, везде очень много ежевики. И она почему-то вообще не спелая нифига. А если попадаются спелые ягодки, то они такие как броженые, бродят как будто. Такая невкусная, такая колючая. И все этими кустами везде заросшая. Но уже до магазина, до этого, которого мы идем, осталось где-то километра 2, может чуть больше. И мы там по дороге видели 2 раза какахи и медведя. Я просто не снимала. Обычным людям не понять, зачем эти странные люди тащат на себе дом, одежду, кровать, еду. Потом куда-то это все прут, какую-то гору заносят. Ставят там в неудобных местах свои палатки, домики свои. Едят эту еду, причем скудную еду. Потом непонятно как спят. В сырости там может быть, в влажности, в холоде, в дискомфорте. Все грязные, потные, липкие. Собирают свои домики и прутся дальше. Непонятно это людям. Зачем? Зачем? Нам просто нравится вот новые места смотреть вокруг, все. Это же интересно. Дома сидишь, никогда этого не увидишь. А тут путешествуешь, сам все это на себе чувствуешь. Все это смотришь, ощущаешь, пробуешь что-то новое, испытываешь себя, превозмогаешь и радуешься тому, что ты можешь. Ты сделал, ты сильный, ты храбрый, ты выносливый. Ты можешь, даже если ты не можешь. Все равно идешь и делаешь. И получаешь кайф. Черт, волосы. Блин. А как я сейчас тут пойду? Чем ты снимаешь? Естественно, все. Маленько подержу. Превозмогание и боль, трудности. Прям в кожу головы впилась. Я видела, это вообще ужас. Вот такие лужи постоянно встречаются. И вот это вот, блин, я аж забыла, как она называется, ежевика, которая просто вгрызается в тебя, она не дает пройти. Я тебе такое сказала, одна боль и страдания за мучение до этого. Я вообще не знаю, как я сейчас тут пойду. И даже вот пальцами сложно убрать, потому что у них в пальцы прям Цыпочка пробегай. пробегает. Ну, и закрепил. Я до этого вот так вот ломанула, как прыгнула в лужу. И всю юбку белую сзади учухала, обрызгала просто этой грязью. Вот она просто впивается. Ай, мне сейчас вопьется в ноги.
Ай, в руки уже, ай, впилось все. Блин. За что? За что ты с нами так дерешься? Все. И вот так каждую лужу вот такую боремся. Иногда бывает более жестко, чем сейчас. Вот такие вот шипы вот просто впиваются в кожу, вгрызаются, я уже показывала. Это вот от ежевики. А тут еще есть другие колючки. Еще жестче, еще больше и толще, и крепче, которые тоже впиваются в тебя. Короче, мы встряли. Тут вообще никак не обойдешь. Просто вот эти все кусты, они все колючие. Просто все колючие. Их просто невозможно. По краю не обойти никак. Там сразу глубокая лужа. Здесь тоже не обойти. Придется разуваться и идти по луже босиком. И мне почти по колено лужа. Камни острые, вообще непонятно, что там попадется. Водно будет. Лягушки вот шныряют. Да, почему-то эта лужа прям вообще теплая. Наверное, потому что солнце попадает. Блин, под пятку острый камень попал. Ой. Жесть. Теперь еще рюкзак снимать, умываться. Короче, опять такие лужи. Петя сказал, сейчас унесет свой рюкзак, потом унесет мой, потом меня. Такие дела, что второй раз мне не разуваться. Потому что мне надо вот эти снимать, расшнуровать все, потом носки, потом опять все это обратно. Короче, капец. Мой рюкзак пошел, пока, котик. Петя хотел взять и меня, и рюкзак сразу. Я говорю, что Гераклом себя почувствовал. Я говорю, нетушки, давай, иди. Придется еще раз идти за мной. Давай, запрыгиваю. Раз, два, три. Ой, какая ты тяжелая. Худеть тебе надо, Алинка. Блин, я сейчас в ту самую большую упаду. не надо. Серьезно? Не шутит. Это он шутит. Где лужа? Капец. Надо сандали брать, не очень удобно. У меня нет сандалий. Вот так вот. Первый раз здесь поход Петя меня катает. Тихо, аккуратно. О, класс. Все. Приехали. Наконец-то. Мы в какой-то, кстати, поселок вышли. Тут сейчас хрюшки валялись. Они испугались и убежали. Я хотела их снять. Вот какой-то поселок небольшой. 2 дома. Или 3. Ну, тут один. И тут один. Там еще, по-моему, один. Короче, на карте, по крайней мере, на моей нет названия. Вон хряки ходят. Спрашиваю Петю, кто тяжелее, рюкзак или я? Он говорит, одинаково примерно. Он говорит, и лямки мягкие на меня. Я мягкая. Мягче сижу, чем рюкзак. Рюкзак реально въедается прям в кожу. Вот там я уже
на него жаловался. Этот рюкзак у Пети, кстати, такие же лямки. С сеткой вот этой. Она прям впивается в кожу. Так больно уже и у Пети. Все плечи натер. И спину, и у меня тоже. А у меня еще там укус клеща. И прям получается рюкзак туда трет. Больно вообще. Болит всю дорогу. Клещ, конечно, нашел место, куда укусить. Ох ты, ё-моё. Возвращаемся в цивилизацию. До магазина чуть-чуть осталось. Ох ты, какой красивый. Медвежонок. Поселок, я вам скажу. 10 домов. О, шапки пасутся. Жеребеночек. Вот это как красиво. Мы тут в кафешку зашли, там где магазин, тут кафешка, оказывается, есть. Петя борщ заказала, я вот овощи и картошка. Дядя Буран. Да-да. В магазине. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Просто расслабься. Аджики переложила я в картошку, блин, такая острая. Жесть. Такие помидоры вкусные. Фунтик выпендривается. Там собачки остались. И он такой деловой в машине поехал, а они остались. И он выпендривается, такой перед ним лает. Нас тут довезут до водопада, хорошо. Повезло нам. Вот, накормили, напоили, еще и довезут. Как нам повезло сейчас, вот этот хозяин магазина нас, короче, накормил, напоил. Вот. С меня совсем чуть-чуть взял денег, подарил мне банку сгущенки. Хотя я хотела сгущенки купить, а у них в магазине нет в мягких этих упаковках. А я банку как понесу, ее откроешь, надо сразу съедать, неудобно. Вот, я ему об этом говорю. Он, короче, мне говорит, на, дарю, подарил банку сгущенки, дал бутылку пустую, открыл ее, говорит, переливай в бутылку. Нам предложил нас довести, и мы сейчас приехали на наше прежнее место стоянки, где мы изначально стояли еще когда с собачками. Вообще просто нам повезло, что нас довезли, потому что нам еще надо было чапать 4 километра, а мы уже подустали. Повезло нам, нам снова повезло. Вот наше место стоянки, на котором мы стояли с собачками. Да, шакал. Вот столб, кстати, то ли сломали, то ли он сам кто-то поломал, но все сломано. И стул перевернут. Ну, ё-моё, мы вот все время вот наведем порядок, а кто-то да придет, да сломает. Вот что за люди? Ну. Мы тут снова налаживали быт. Стол на место поставили, его вообще перевернули. Я не знаю, кто-то все тут попереломал. Мы тут восстановили все. Палатки поставили. Люди свиньи реально. Вон там вот в кусты ходили, видно, бросают бумагу. Женщины там свои дела бросают. Свиньи. Вот видно же, что тут стоянка. Стоянка. Видно, что тут люди стоят. Лавка, костровище, стол есть. Нет, идут и срут. Вот прям тут же срут. Ну что за люди? И это туристы, которых привозят на машинах. Вообще, у меня просто реально возмущения такие. Не выношу таких свинот. Я бы вот реально их сильно прям наказывала. Вот какой-нибудь там не штраф, вот прям реально какое-нибудь наказание придумала, чтобы
у людей вот отпала охота раз и навсегда вот так вот делать. Срать в таких местах вот, на природе, где, блин, чисто, красиво, придут, насрут, уйдут. Вот это, ну, свинство. Вот только уберешься, сделаешь, оставишь людям добро. Приходишь в свинарник, все разворотят, насрут и уйдут. Я вообще не понимаю. Они вот в каком хлеву росли эти люди? Кто их вообще ростил? Пошли мы, короче, за водой. Тут рядышком же, помните, родник с ванной. И заодно глянем, что там на водопаде. Столько дней дожди шли. Я смотрю, речка пошире, побольше стала. О, не могу, солнце в глаза. Очки не взяла. Вот. Пойдем глянем, если там красиво, то спустимся к водопаду еще раз. Посмотрим на красоту. Тогда-то мы были, там вообще воды не было. Ну, сейчас-то воды вон намного больше. Вот. Сбегает. Не так много, как хотелось бы. И что-то есть. Но она там за камень падает. Может, и не видно там ничего. Да, то есть самого водопада вот тут вот нет. Она падает за камень. Если мы туда спустимся, оттуда не видно будет. Ну, озеро, кстати, побольше стало. К нему уже так не подойдешь, как я подходила в первые дни. Кстати, лестница так опасно стоит. Не дай бог, она пошатнется. Ножка туда. Вот так вот спускаться надо на водопад. И мы уже снимали в прошлый раз. А там потом по канату. Беру между скал. Только в белой юбке лазить по таким местам. Просто у меня уже все равно грязное стирать. Канат. Кстати, а тут один жестко натянули. Его не было. Был только вот этот. Между скал проходишь, тут лезешь по веревке, потом тут железная лестница. Я тебя держу, Петя. Красиво вообще выступает. По стене прям по скале ступает. Это водопад Большой Барьяльский. Мы ходили, здесь не было его. Было засуха. Вот дожди прошли, и вот водопад появился. Даже интересно, что мы снимали и тогда, и сейчас. Потому что мы подходили прям к озеру. Сейчас тут полностью залито. Уже не подойдешь вот так вот сюда. Я думала, там купаться можно. Ага. Вот так вот пойдешь, упадешь, и фиг вылезешь оттуда с этой ямы, да? Еще лианы такие висят. И озеро такое. Блин, вообще обалдеть. Хорошо, что мы спустились второй раз сюда. Мы сейчас спустимся вот здесь вот. Посмотрим там, докуда можно дойти. Какие-то шевеления. Опа. Он то на твой телефон, то на мой. Он, короче, не понял, что такое. Смотрит. Такой вообще прикольный. Чужой.
Здравствуйте. А что это вы тут делаете, а? Опа. Опа. Богомол на водопаде. Сидит такой на стороже. Лапы сложил. О, прям сюда смотрит. Ё-моё, как инопланетянин. Говорит, да вы меня достали уже, отвалите от меня. Все, уходим назад. Мы там на этого богомола запали. Уже и водопад не нужен. Не знаю, сколько возле него торчали, наверное, полчаса. Фотали, снимали на разных съемках, пробовали. Такой прикольный богомольчик. Ужин у нас уже варится. Я себе просто сублимат заварю. Рис с рыбой. Петя, наверное, ты кашу будешь варить? Макароны с тушенкой. Петя будет макароны с тушенкой варить. Я там в речке вещи полоскала. Пока полоскалась, уже стемнело. Вот. Юбка уже вообще никакая была. Надо было ее хорошо прошелкать. Ну и носки заодно. Вот у нас тут стирка висит. Петя тоже футболку полоскал. Кстати, уже шакалов слышно. Уже воют. Здесь вот их вообще много. Короче, шакалы выли. И вот корова прям к нам подошла. Она, видимо, боится шакалов. И она к нам поближе подходит и нас побаивается. Вон она опять подошла. Просто когда я начинаю светить, она не видит ничего. И она пугается, уходит. Вот я включила снять. Опять прям близко подходит к нам. Бедная, боится шакалов. Короче, хотела звук шакалов снять. То костер, то речка перебивает. Не слышно, наверное, на камере. То лягушки там, кстати, еще квакают. Это шакалы. Прям близко. Короче, уже меня так вырубает. И я услышала, они прямо тут орут, подошли близко, блин. Так лень было камеру включать. Но решила включить. Я думаю, сейчас вот слышно будет. Все, не, меня вырубает. Пофигу на шакалов. Так спать хочу. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Вторая холодная ночь, это какой-то капец. Абхазия, это точно ты. Я вот так в кофте и спала, вся закутана, в пуховом спальнике. Ну капец это вообще. Но зато хорошо спала. Вообще хорошо. Правда, эти шакалы сначала выли прям тут рядом. Мешали спать. А потом я вырубилась, и мне вообще все равно было. Опа! Вот и все, и сразу костер огромный. Спец, грейся. Специалист. Куртку надела. Я все говорила, что я зря таскаю, она мне не пригодится. Вот, пожалуйста, я в пуховой куртке, и мне все равно холодно. И вон пар изо рта. Я уже начинаю сомневаться, что мы вообще в Абхазии находимся. Вещи совсем не высохли. Все мокрое. Ну, пока тут будем завтракать, собираться. Там вон солнышко выглянуло, может потеплеет, может хоть подсохнут маленько. Каждодневный утренний процесс готовка еды. Что мой котелок совсем не жарится. Нельзя. Нет. Ася, вот это спит. Хозяйский пес прибежал. Нет, нет. Блин, я сейчас им еду не приготовлю. Фу, нельзя. Ты домашний, идите дома кормить. Убери его.
Тушеная кашка молочная с тыквой, сублимат. Довольно вкусная. Все, мы двинулись дальше в путь. Куда и что нас ждет, сами не знаем. Мы еще точно не решили. Либо горячим источником, либо попробуем к морю выбраться. Нас Собакин провожает. Мы его угостили. Все-таки. Ой, только не лезь, пожалуйста, пес. Такой огромный. Всю шерсть просто сыпется. Мы и так все грязные, вонючие. Еще с собакой будем вонять. Он домашний, но, видимо, ласки ему не достается и вкусняшек не дают. Где он там? Короче, вот пошел нас провожать. Такой довольный, что мы его угостили. Идет за нами. Иди домой. Кш-кш-кш-кш-кш. Домой иди. Иди домой. Такой хороший. Иди домой, говорю, пес. Защитник. Не знаю, до куда добежит. Далеко не побежит, он же домашний. Ой, сегодня хоть тепло, блин, хорошо так. О, смертельный мой. Залезла в грязь, отмывай теперь. Теперь мокрая нога вся. Кстати, мы тут идем, рассуждаем, что мы вот сколько ходим уже дней тут по Абхазии, по дикой именно. Людей вообще, вот туристов вообще нет. Вообще, ни одного. Вот таких, как мы, нет. Не ходят здесь с такими рюкзаками. На нас так смотрят все. А вот которые местные, они с уважением на нас смотрят. И именно местные всегда готовы помочь, угостить, подбросить. Короче, хорошие люди, именно в глубинках, которые живут. Вот. Нам плохих не встречалось. Все чем-то помогали, останавливались, спрашивали, все ли у нас нормально, воды предлагали, чем-то могли угостить. Вот Ляпа нас вообще у себя поселил, угощал нас вином домашним, сыром домашним, медом домашним. Вот такие здесь люди. О, граната растет. Почему он не спелый, блин? Осталось 200 метров до магазина, от которого мы начинали свой путь, куда мы на такси приехали. Возвращение в цивилизацию называется. Но это еще совсем не цивилизация. В этом магазине почти ничего нет. Такой минимум. Машина такая старая. Прикольная. Вот такой магазин. Мархиаул. Отсюда мы начинали свой путь. Сделали огромный круг. Большой километраж.
И вот вернулись на место старта. Отсюда нам еще до моря километров 10 добираться. Это до ближайшего. Мы с Петей вот что взяли. Мороженое. Он грушевую местную газировку. А я мохито. Хотя я газировку не пью, но местная тут вкусная газировка. И что-то мне пакости захотелось. Я взяла чипсы и мороженое. Так сидим где-то в Абхазии, едим вредную еду. Чипсы с местной газировкой. Реально газировку не люблю, местная мне нравится. Она не приторная, не сильно сладкая, да, такая прикольная. Я решила мохито попробовать. Хочешь попробовать? Люди попробуют. А тут раз я иду, по-моему. Груша тоже вкусная. Тут собачка такая. Я купила лаваш. Огромный был. Она почти весь съела. А нам с Петей по кусочку досталось. А на прошлый раз, когда мы сюда только переехали, начало маршрута была, я сосиски покупала. А сейчас нет сосисок. Пришлось лаваш. Она весь съела. Все, двинули мы дальше. Хотели на маршрутке отсюда уехать. А тут такая глушь, нам сказали, что тут никто не заезжает. Маршрутка раз в день ходит. Как раз он проезжал туда, обратно поехал, никого не взял. Мы махали, он такой, нет, типа, все. И уехал. Просто уехал и все. И вот мы пошли пешком, не знаю, может быть, стопанем кого-нибудь. Если нас, конечно, возьмут. Здесь уже хуже гораздо берут. Это вам не там в глубинке, где все отзываются. Наконец-то нас подобрали. Вот сюда было, куда дальше? До озера Ампел. Столько пешком не жалко вас? Ну там где кто подкидывал, где пешком ходили. Ночевали в разных местах. Сходили в новый Афон. Подбросили нас до какой-то остановки, вывезли в цивилизацию наконец. Стоим, ждем чего-нибудь. Хотим уехать в новый Афон или Афон, как правильно. К морю, короче говоря. Тут тоже море рядом, но мы туда хотим. Вот тут вот нас высадили. Магазин Каштаг. Старое такое здание. Петя пошел в магазин. Я боюсь, что сейчас пока он там покупает что-то, проедет автобус или троллейбус. Тут троллейбусы ходят. Нам сказали на троллейбус сесть. Но может быть повезет и на автобус, если нас возьмут. Короче, мы на троллейбусе не стало. 5 рублей проезд. Добрались наконец до ЖД вокзала. Отсюда поедем до Нового Афона. Вот на маршрутке на какой-то. Надеюсь, получится у нас уехать. Такой ЖД вокзал.